Всем привет! Меня зовут Катя, и это видео к инструкции по вязанию сумки-рогалики. Для начала мы с вами должны связать 5 вот таких квадратов, затем мы их сошьем и будем обрабатывать верхний край, параллельно вывязывая ручку. Итак, приступаем к вязанию квадрата. Всего у нас будет с вами 11 рядов в квадрате. Все нечетные ряды — это будут ряды столбиками с одним накидом. Четные ряды будем вязать другим цветом. Это будут столбики без накида и воздушные петли. Начинаем вязание с кольца амигуруми. Я делаю вот такой двойной виток вокруг руки. И третий раз накладываю на эти ниточки. Дальше заводим крючок под 2 ниточки, захватываем одну нить, выводим направо и здесь провязываем 3 воздушные петли. Это будет имитация столбика с одним накидом. Дальше сюда провязываю 2 столбика с одним накидом. Делаю 2 воздушные. Дальше в кольцо провязываю 3 столбика с одним накидом. Снова 2 воздушные. 3 столбика с накидом. Две воздушные, 3 столбика с накидом. И сделаем еще 2 воздушные. Итак, у нас получилось 4 тройки столбиков с одним накидом и 4 пары воздушных петель. Стороны у нас будут образовывать столбики, а углы вот эти вот точки под воздушными петлями. Дальше замыкаем кольцо в круг. Здесь тянем вот так вот слегка за кончик. Видим, какая у нас ниточка уходит. Берем за другую и затягиваем ее. Вот так вот тянем плотно. И затем затягиваем за кончик. Провязали первый ряд. Закрываем. Закрывать мы будем соединительным столбиком. Находим воздушные петли, которые у нас были первые. И прокалываем третью. Раз, два, три. Третью за заднюю стеночку. Вот так. Завожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Теперь я слегка вытягиваю петлю и перевожу рабочую нить и петлю направо. Оставляю так. И сейчас во втором ряду будем вводить новый цвет. Набрасываю рабочую нить другого цвета на указательный палец. И сейчас будем вязать красным цветом столбиками без накида и воздушными петлями. Столбики без накида будем провязывать между столбиков предыдущего ряда. То есть не под косичку заходим, а чуть ниже между столбиками. И прохожу вот в первую точку. Здесь вот эту рабочую нить я не ввязываю, она у меня остается свободно лежащей. Прохожу с лицевой на изнанку и здесь подхватываю нить другого цвета. Вот так. И зафиксирую ее здесь. Провязала имитацию столбика без накида. Дальше делаем 2 воздушные петли. И в следующую пару вот сюда, между столбиков, прохожу
крючком. Здесь я уже вот этот кончик от новой нити наброшу на крючок и буду его параллельно ввязывать. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Вот такой элемент у нас получился. Это и есть рогалики наши, которые будут в каждом четном ряду. Дальше мы подходим на угол. Здесь всегда на углу мы будем делать 3 воздушные петли. И переходим к следующей стороне. Сюда провязываем столбик без накида между первыми 2 столбиками. Делаем 2 воздушные. И между следующими столбиками также провязываем столбик без накида. Вот так. Дальше снова угол. Делаем 3 воздушные. Переходим к следующей стороне. Кончик можно слегка подтянуть. И провязываем следующий рогалик. Столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. Угол. Провязываем 3 воздушные петли. И дальше провязываем снова элемент. 2 воздушные и столбик. Вот эту ниточку я еще потяну. И переходим к углу. И у нас уже конец второго ряда. Мы делаем 3 воздушные и соединяем ряд. Захожу внутрь первого столбика. Вот так. И провязываю соединительный столбик. Провязала второй ряд. И здесь также я вытягиваю петельку красного цвета подлиннее и оставляю ее на правой стороне вместе с рабочей нитью и клубком. Третий ряд вяжем столбиками с одним накидом. Воздушные петли у нас будут между сторонами, и на углу у нас будут 3 столбика в одну точку, 2 воздушные, 3 столбика в одну точку. И начинаем мы с угла. Вот находим вот конец нашего ряда. Да, вот здесь вот мы видим сторона, а здесь 2 воздушные были в первом ряду. И вот сюда внутрь заходим, захватываем петлю, набрасывая ее на крючок, за рабочую нить подтягиваем. Так. И выводим на лицевую сторону. Эту красную ниточку подтягиваю, если это нужно. И провязываю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Имитация столбика с одним накидом. Сюда провязываю еще 2 столбика. 1, 2. Так мы провязали половинку угла. Дальше переходим к следующему углу, вот сюда. То есть вот сторона, мы ее пропускаем и переходим сразу к углу. Между углами и на стороне, то есть между вот такими элементами из 3 столбиков с одним накидом, мы всегда будем делать, кроме угла, 1 воздушную петлю. Переходим к углу, делаем накид и сюда провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Здесь, смотрите, вот у меня видна здесь ниточка, которую я ввязывала. Я обязательно также под нее пройдусь, чтобы ее ввязать. И провязываю 3 столбика. Две воздушные, формируем угол. И сюда же 3 столбика.
Так. Дальше переходим к следующему углу. Делаем одну воздушную петлю для перехода к следующему элементу. И провязываем под арку из воздушных петель также 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Одна воздушная петля для перехода к следующему элементу. И в следующую арку из воздушных петель провязываю 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Делаем воздушную петлю и подходим к концу. Вот у нас остается провязать половинку угла. Провязываем сюда 3 столбика с одним накидом и делаем 2 воздушные. Делаем 2 воздушные и закрываем ряд. 1, 2, 3, третья воздушная петля за дальнюю стенку, вот сюда, завожу крючок и провязываю соединительный столбик. Вытягиваю петлю, поправляю и перевожу на правую сторону. Закончила вязание 3-го ряда. Приступаем к вязанию 4-го ряда. 4-й ряд черный, вяжем красным цветом, столбиками без накида и воздушными петлями, образовывая рогалики. Так, вот здесь светлая нить у меня направо уходит. Сразу сюда же прохожу в первую тройку, захватываю красную петельку, набрасываю ее на крючок и подтягиваю. Забираем петлю на лицевую сторону и фиксируем. Сымитировали первый столбик без накида. Дальше делаем 2 воздушные. Следующую пространство между столбиками провязываем столбик без накида. Дальше переходим к следующему элементу. Между элементами на стороне мы также будем делать 2 воздушные петли. И провязываем следующие точки, столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. Подошли к углу, делаем 3 воздушные петли, переходим к следующей стороне, делаем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. 2 воздушные, следующая тройка, столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида, угол, 3 воздушные петли, следующая сторона. И так вяжем до конца ряда. Провязываем последний столбик в ряду, угол, делаем 3 воздушные и закрываем ряд. Светлый цвет у нас лежит сзади, мы его не ввязываем никак. Проходим в первую точку, вот сюда, это сымитированный столбик, внутрь, прямо в раскол проходим, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Провязали 4-й ряд. Переходим к вязанию 5-го ряда. Красную нить рабочую и петлю переводим направо вместе с клубком и работаем со светлой нитью. Сразу вот около соединения справа мы находим воздушные петли предыдущего светлого ряда, проходим внутрь и провязываем половинку угла. Здесь набрасываем светлую петлю на крючок с изнаночной стороны, подтягиваем
И выводим на лицевую сторону. Провязываем 3 воздушные, имитацию столбика. И еще 2 столбика с накидом. Так, теперь здесь у нас уже в этом ряду появилась сторона для светлого цвета. И всегда на стороне мы будем провязывать под арку из одной воздушной петли предыдущего светлого ряда вот такой элемент, состоящий из 3 столбиков с одним накидом. Между элементами из 3 столбиков с одним накидом мы всегда делаем одну воздушную на стороне. И провязываем вот сюда 3 столбика с одним накидом. Делаем воздушную и переходим к углу. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. И у нас дальше уже, да, вот под вот эту арку из воздушной петли мы всегда будем провязывать вот такой элемент, состоящий из 3 столбиков. И таким образом у нас с каждым рядом будет расширяться на стороне на плюс 1 вот такой элемент. После 3 столбиков всегда провязываем на стороне одну воздушную, проходим под арку из одной воздушной петли предыдущего светлого ряда, провязываем 3 столбика, воздушная, переходим к углу, формируем его, одна воздушная, под арку 3 столбика, одна воздушная, и подходим к концу, довязываем половину угла, делаем 3 столбика с одним накидом и 2 воздушные. Находим третью воздушную петлю, 1, 2, 3, за дальнюю стеночку проходим, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Провязали 5 ряд. Приступаем к вязанию 6 ряда. В 6 ряду мы вяжем красным цветом, светлый цвет перевели направо. И здесь мы уже хорошо видим, в каждом ряду четном у нас будет увеличиваться количество рогаликов на стороне на плюс 1. Здесь 1, здесь уже 2. В этом ряду мы провяжем 3 рогалика, да, потому что у нас 3 тройки и столбиков с одним накидом. И проходим вот в первую тройку между столбиков, захватываем красную петлю, провязываем имитацию столбика, 2 воздушные, следующую точку между столбиками, столбик без накида. Переходим к следующему элементу, делаем 2 воздушные и вяжем столбик, 2 воздушные, столбик, 2 воздушные для перехода, столбик, 2 воздушные, столбик. Подошли к углу, здесь сделаем 3 воздушные,
И на следующей стороне провязываем. И так вяжем до конца ряда. Всего у нас на каждой стороне будет по 3 рогалика. Провязываю последний столбик. Делаю 3 воздушные на углу. И соединяю ряд в первый столбик соединительным столбиком. Провязала 6-й ряд. И давайте еще 7-й ряд провяжем вместе. Дальше самостоятельно будете вязать до 11-го ряда включительно. Красную нить и петлю перевожу направо, прохожу пространство под арку из воздушных петель светлого цвета и набрасываю на изнаночной стороне светлую петлю, вывожу на лицевую и провязываю половинку угла. Делаю 3 воздушные, имитация столбика с накидом, и сюда же 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля после такого элемента. И теперь в каждое пространство под арку из воздушной петли светлого цвета я провязываю по 3 столбика. Воздушная петля после 3 столбиков. Прохожу в следующую точку. 3 столбика. Воздушная петля и подхожу к углу. Сюда провязываю комбинацию из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные, 3 столбика. Одна воздушная петля. И точно так же, как и на предыдущей стороне, вяжу в каждое пространство по 3 столбика, между ними воздушная петля всегда, и лишь на углу мы делаем между 3 столбиками 2 воздушные петли. И так, пожалуйста, провязываем до конца ряда. Подхожу к концу, делаю воздушную петлю и довязываю вторую половину угла, 3 столбика с накидом и 2 воздушные. В 3-ю воздушную петлю за заднюю стенку прохожу и провязываю соединительный столбик. Вытягиваю петлю и вместе с рабочей нитью перевожу ее на правую сторону. Закончила вязание 7-го ряда. Дальше, пожалуйста, по такому же принципу, расширяя квадрат, провяжите до 11-го ряда включительно. Обязательно мы заканчиваем на нечетном ряду, на ряду со столбиками с одним накидом. И в 11-м ряду у нас будет уже вот такая картинка. Предыдущий 10-й ряд у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 рогаликов. А в 11-м ряду вот угол, потом 1, 2, 3, 4 тройки столбиков с одним накидом и вот следующий угол. В конце 11 ряда мы с вами еще встретимся для того, чтобы разобраться, как закрыть ряд имитации верхней горизонтальной петли. И подхожу к концу 11 ряда, провязываю половину угла, делаю 2 воздушные и здесь обрезаю нить, оставляю кончик подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли. Здесь можно немного полить край нити для того, чтобы он не распушался. Красную нить пока оставляем, подтягиваем. Мы потом ее тоже зафиксируем и спрячем. И здесь с изнаночной стороны заходим под первую верхнюю горизонтальную. Вот этот 1, 2, 3 воздушные петли, сымитированный столбик, у него верхней горизонтальной нет. И вообще, в принципе, никогда нет у первого столбика верхней горизонтальной. Мы ее сейчас будем имитировать вот этим соединением. Находим первую верхнюю горизонтальную, которая принадлежит второму столбику. Вот второй столбик, который полноценный. И вот так слегка правее от него находится вот эта вот верхняя горизонтальная. Вот она нам и нужна.
Заводим крючок сзади вперед под верхнюю горизонтальную, первую, и захватываем наш кончик. Выводим его назад полностью. Дальше вот этот кончик нам нужно вывести в ту точку, откуда она выходит, да? То есть вот сюда. С изнанки нам нужно будет зайти и захватить. Но нам нужно еще зайти вот сюда. Это третья воздушная петля, ее задняя стеночка, да, туда, куда мы обычно присоединяли ряд. Но мы здесь заходим с изнанки на лицевую. Дальше проходим в последнюю верхнюю горизонтальную, вернее воздушную петлю, которую мы привязали. И захватываем кончик. Вот так. Вводим его через эти петельки. Вот что у нас получается. И здесь мы прячем просто между столбиков на изнаночной стороне наш кончик. Между светлой, между красным цветом. И здесь обрезаю, оставляю такой вот примерно кончик. И оплавляю край зажигалкой. Сильно близко к огню не подносите, для того, чтобы он не коптился. Оплавляю и вот так вот приклеиваю, пока горячий. Обрезаю красную нить. Вот моя длинная петелька. Обрезаю нить, оставляю также подлиннее. Здесь я не делала верхнюю горизонтальную, не имитировала. Пускай оно лучше будет вот так, это будет надежнее. Здесь нам не так важен вид вот этой косички кромочной. Поэтому такой вариант подойдет. Также оплавляю кончик для того, чтобы он не распушился. И также увожу между столбиков в любом направлении, максимально далеко прячу. Затем также обрезаю и приклеиваю к полотну. Со всеми остальными кончиками проделаем то же самое. Мы их прячем между столбиков. Кончик от кольца амигуруми вот так вот еще можете потянуть, если это необходимо, и также увести между столбиками в любом направлении подальше. Так, все, закончила первый квадрат. Всего необходимо связать таких 5 квадратов. Сейчас делаю замер. У меня получилось 20 на 20. После того, как вы свяжете 5 квадратов, их нужно отпарить, для того, чтобы они были ровными и аккуратными. Для того, чтобы отгладить, я кладу поверх квадрата какое-нибудь тонкое полотенце либо ткань и хорошенько прохожусь утюгом с применением функции пар с одной и со второй стороны. После каждого этапа я вот так вот проглаживаю руками, разравниваю и оставляю их для того, чтобы они остыли и просохли немножко. Я прогладила все квадраты и приступаю к сборке сумки. Мы будем сшивать крючком, столбиками без накида на изнаночной стороне. У нас внизу, да, в основании будет лежать один квадрат, и к каждой из стороне мы будем пришивать остальные 4 квадрата. Переворачиваем на изнаночную сторону все квадраты. Так, и смотрите, сначала мы сошьем вот такую полоску, 1, 2, 3.
да, то есть мы сделаем вот здесь шов и вот здесь. Берем крючок, которым мы вязали, светлый цвет, который у меня был основной. Начнем с первой пары. Прикладываю вот так вот друг к другу лицевой стороной. Да? И смотрите здесь по точкам соединения. Здесь мы будем полностью проходить под арки из воздушных петель на углах. Раз и два, да, угла у нас. Дальше полностью также будем проходить под арку из одной воздушной петли. Вот сюда. И за дальние от нас, вот, допустим, ближайший к нам квадрат, здесь мы будем цепляться за дальнюю, внутреннюю, да, дужку, верхней горизонтальной. Вот их у нас раз, два, три. А здесь, в дальнем от нас, мы будем цепляться за ближайшую к нам дужку, тоже внутреннюю. Да, для того, чтобы мы их скрыли нашим соединением. То есть вот так будем цепляться. И здесь смотрите очень внимательно по поводу вот этих трех верхних горизонтальных петель. Вот у нас раз, два, три столбика. Вот первый столбик и вот его верхняя горизонтальная. Да, она лежит слегка правее вот этого столбика. Раз, два, три. Дальше вот это уже воздушная петля. Дальше снова вот столбик и вот его верхняя горизонтальная. Вот она. Вот эта дужка нам нужна будет. Вот это и вот это. И здесь точно так же. Здесь для удобства, если сомневаетесь, можете вот так перевернуть и оценить. Вот смотрите, вот эта дужка нам нужна, вот это и вот это. То есть вот столбик, слегка правее от него, верхняя горизонтальная, раз. Вот столбик второй, два и три. Вот 3. Так, это уже воздушная. Все, надеюсь, с этим понятно. И будем сшивать столбиками без накида, как я уже говорила. На углах мы будем провязывать по одному столбику. Беру ниточку и прохожу под арку. Зафиксировала. Дальше приступаем к верхним горизонтальным. Отшагаем внутрь. Ближайший к нам квадрат и дальний квадрат. Захватываем рабочую нить. Вот этот кончик прокладываем, будем его ввязывать. И провязываем здесь первый столбик. Дальше следующая пара. Раз. Два. Провязали столбик без накида. Следующая пара. Раз. Два. Провязали. Под воздушные петли на ближайшем квадрате и на дальнем. Провязали. Дальше 3 верхние горизонтальные. Да, вот так это выглядит. Раз. Два. И 3. Воздушная петля, в арку шагаем, привязываем столбик, поправляем кончик. Все, и так провязываем до конца. Третья верхняя горизонтальная. И подходим к углу, сюда провязываем один столбик. Так, все, закончили. Вот что у нас получается с лицевой стороны. Все очень аккуратно и ровно. Так,
Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему же мы провязываем сюда по одному столбику, да, если здесь 2 воздушные петли. Все потому, что мы сюда еще будем провязывать, когда будем присоединять, вот это условно будет наше донышко, да, то есть мы вот с этой стороны еще будем присоединять еще один квадрат. Поэтому здесь мы доберем и заполним вот это пространство, поэтому все будет как надо. Вот. Здесь сейчас обрезаем ниточку, оставляя кончик подлиннее. Высвобождаем кончик из петли, опаливаем край нити и прячем между столбиков. Так, все, и дальше таким же образом мы к вот этому квадрату пришиваем вот этот, да, и так у нас получится в центре это будет наше донышко. Мы сюда вот здесь вот проложим шов. И дальше встретимся, я покажу, как боковые квадраты мы будем пришивать. Итак, сейчас пришиваем оставшихся 2 квадрата сюда и сюда. Это будет соединение с 3 сторонами одним швом. Так, переворачиваю на изнанку. И смотрите, начинаю сверху. Так, вот центральный квадрат, это донышко. Беру вот этот квадрат, который у меня лежит, допустим, справа. И у этого квадрата вот эту сторону пришиваю к этому. Вот так. Да, то есть вот так это выглядит. И здесь, смотрите, в самом начале вверху я буду делать 2 столбика. Раз. И сюда же 2. Дальше, как обычно, соединяю сторону. Так, соединяем последнюю тройку столбиков. И подхожу к углу. Здесь у меня будет 2 столбика и соединяю с боковым квадратом и с донышком. Завожу крючок в этот угол, затем завожу крючок в угол крайнего квадрата, вот сюда, и провязываю столбик 1. Дальше снова захожу в этот же угол и в угол донышка. И здесь провязываю столбик. И таким образом мы добили вот это количество в 2 столбика на углу, в донышке и в боковом квадрате. И дальше соединяю снова, как обычно, сторону. И давайте еще раз встретимся с вами на соединении следующего угла. Вместе также соединим вот этот угол. И перейдем на следующий шов. Так, вот остается 3 столбика. Подходим к углу, провязываем, соединяя с донышком столбик. И сюда же соединяя с боковым квадратом. Все,
Все, и дальше вяжем до конца, как обычно. И в конце мы провяжем вот сюда в угол 2 столбика без накида. Так, и в угол провязываем 2 столбика без накида. Все, оставляю кончик подлиннее, обрезаю нить. И прячу между столбиков в произвольном порядке, уводя кончик подальше. Так вот у нас красиво и аккуратно все получается на лицевой стороне. Все, и остается пришить один квадрат. Сделайте, пожалуйста, уже это самостоятельно. И затем встречаемся на обработке верхнего края и вывязывании ручки. Так, все, и теперь, вот как мы видим, сейчас за счет вот этих швов у нас все вот так вот стоит, нет той формы, которая нужна, поэтому мы добьемся формы нужной утюгом. Мы пойдем просто сейчас прогладим, можно и изнутри, и снаружи, по такому же принципу, накладывая наверх полотенчиком и проходим. Вот так вот все швы пройдем, прогладим, чтобы оно все стало более мягче. Аккуратненько вот так вот складывайте ровно и проглаживайте. И вот что получается после того, как мы прогладим. Швы становятся более мягкими. И получается такая более однородная форма. Во время носки еще швы еще мягче станут, и она будет хорошо держать форму, ту, которая нужна. У меня остается от моточка, которым я вязала квадраты, такой небольшой моточек. И сейчас я его присоединю к своему последнему третьему мотку. Оплавляю оба края зажигалкой. Опять-таки близко сильно не подносите, для того, чтобы шнур лишь оплавился, но не коптился. И склеиваем. И теперь намотаю вот этот остаток на моток. И давайте сейчас кратко о том, какой процесс работы нас ожидает. Мы будем вязать столбиками без накида за верхнюю горизонтальную петлю с закрытием каждого ряда. Мы провяжем 3 ряда столбиками без накида по кругу. Затем мы сделаем в 4-м ряду вот такие отверстия для ручки. Это будут воздушные петли. И дальше мы провяжем еще 3 ряда, укрепляя ручку, да, обвязывая ее, надвязывая над ней еще ряды, для того, чтобы это все было плотно и аккуратно. И затем обвязку сделаем верхнего края соединительными столбиками. Всего у нас по кругу должно получиться 100 столбиков без накида. Мы будем провязывать по одному столбику. Вот угол квадрата, вот угол и вот угол. Сюда будем провязывать по одному столбику, затем в каждую верхнюю горизонтальную петлю столбика, под арку из одной воздушной петли также один столбик и так далее. И вот здесь вот обязательно тоже учитывайте, что мы здесь провязываем по одному столбику. И давайте приступим. Я буду начинать ряд с бокового квадрата. В любую точку вкалывайте крючок, например, вот сюда, и присоединяем нить. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Первый столбик, дальше в следующую верхнюю горизонтальную, да, столбика. Второй, дальше под арку из одной воздушной петли столбик. Дальше 3 столбика в верхнюю горизонтальную петлю каждую, да, и провязываем столбик. Все, и так вяжем по кругу
Всего у нас получится 100 столбиков. Можно считать, можно не считать. Подхожу к угловой арке. Вот сюда провязываю 1 столбик. И перехожу к следующему квадрату угловой арки. Провязываю сюда тоже 1 столбик. И дальше снова под верхние горизонтальные. Все, вяжите, пожалуйста, самостоятельно. И подхожу к концу ряда. Мне остается провязать 3 столбика. И соединяю ряд. Вытягиваю слегка петлю, высвобождаю крючок. Завожу крючок сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную. Вот она. Да, вот первый столбик. Вот первая верхняя горизонтальная. Захватываю вот эту петельку, перевожу ее назад. Подтягиваю, придерживаю и ввожу крючок вот сюда, в последнюю верхнюю горизонтальную. Набрасываю петлю на крючок, придерживаю и рабочей нитью прохожусь сквозь эту петлю, набросанную на крючок и верхнюю горизонтальную, и провязываю здесь первый столбик во втором ряду. Дальше шагаю вот сюда под это соединение, второй столбик. И так под каждую верхнюю горизонтальную вяжу до конца ряда этот ряд и следующий. Да? Итого у нас получится 3 ряда столбиками без накида. Так, и еще раз покажу соединение. Вот провязываю последний столбик, вытягиваю петлю слегка подлиннее, завожу под первую верхнюю горизонтальную крючок сзади вперед, захватываю петлю, набрасываю на крючок, вывожу назад, подтягиваю, завожу крючок, вот последняя верхняя горизонтальная, набрасываю на крючок петлю, все подтягиваю, захватываю рабочую нить, провожу сквозь петли на крючке и провязываю первый столбик в третьем ряду. Дальше второй столбик, третий, четвертый и так далее до конца ряда. Так, мы с вами находимся на 4-м ряду обвязки. Сейчас будем делать воздушные петли, да, такую основу для наших ручек. Мы находим вот наш лицевой квадрат. Здесь самый первый столбик в этом квадрате. Вот смотрите, как его определить. Вот угловая арка, да, нашего квадрата переднего. Вот мы провязывали сюда столбик. Дальше помним правило, что слегка правее у нас находится верхняя горизонтальная от этого столбика, и в эту, да, под эту верхнюю горизонтальную мы провязываем следующий столбик в следующем ряду. То есть он у нас уходит вот так вот правее. То есть вот первый столбик в первом ряду, слегка правее вот второй, слегка правее вот третий ряд. И вот эта верхняя горизонтальная петля, это будет первая верхняя горизонтальная в этом лицевом квадрате. Дальше сюда я пока что поставлю маркер. Это просто отрезок контрастной нити, для того, чтобы вы визуально понимали. И дальше можно либо по воздушным петлям посчитать и дойти до конца лицевого квадрата, либо таким же способом. Вот угловая арка. Вот у нас сюда провязан столбик. Слегка правее от него во втором ряду столбик, слегка правее в третьем. И вот верхняя горизонтальная петля, 25-я, последняя в этом лицевом квадрате. Поставлю сюда маркер. Для того, чтобы проверить себя, вы сейчас можете посчитать, да, верно ли вы все определили. Всего должно быть 25 верхних горизонтальных петель. Так, и дальше мы должны определить место, где у нас будет начинаться цепочка воздушных петель, да, основание для ручки, и куда она будет присоединяться.
Здесь всего 25 верхних горизонтальных петель. Я определила 11 верхних горизонтальных петель для ручки, да, отверстия. 25 минус 11 получается 14. 14 делю на 2, получается по 7 столбиков я должна вот здесь провязать, да, и потом уже начать здесь работать с ручкой. Отсчитываю от первого маркера правого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмую верхнюю горизонтальную вставляю маркер. Здесь у меня будет провязан последний столбик и начинается цепочка. Дальше от левого маркера также отсчитываю 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюда вставляю маркер. Здесь у меня будет присоединяться цепочка и параллельно провязан столбик, да, вот продолжение нашей обвязки. Все, и здесь вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 верхних горизонтальных петель у меня остаются свободными, да, как вот здесь. Если вы хотите вот здесь пошире ручку, я сейчас замерю, сколько у меня здесь отверстия. 11 сантиметров примерно. Если вы хотите пошире, то можете пропорционально расширить, да, допустим, не 11, а 13 оставить здесь столбиков, но также в цепочке воздушных петель вы провяжете больше воздушных петель и сделайте дальше обвязку, тоже увеличивая количество столбиков. И продолжаем вязать 4-й ряд, вяжем до вот этого маркера. Так, и вот подхожу к маркеру, мне остается провязать 3 столбика. 1, 2. Подошла к маркеру, и здесь, смотрите, я буду провязывать не под верхнюю горизонтальную, как предыдущие столбики, а опущусь в раскол столбика. Вот столбик, в раскол захожу вот так вот внутрь, то есть столбика, да. Сзади это выглядит вот так. Вот обе ножки, верхняя дужка, и провязываю сюда столбик без накида. Сделала здесь провязку в раскол для того, чтобы укрепить сейчас этот элемент из цепочки воздушных петель. И здесь я также буду провязывать в раскол столбик. И делаю 15 воздушных петель. И прохожу вот маркер, вот столбик, который нам нужен, захожу в раскол столбика и провязываю сюда столбик без накида. Так, все, и дальше продолжаю вязать за верхнюю горизонтальную петлю столбики без накида до следующего элемента из воздушных петель. Вяжем 5-й ряд, начинаем точно так же под верхние горизонтальные петли, провязываем столбики без накида и подходим к ручке. Вот я провязываю предпоследний столбик под верхнюю горизонтальную, и вот наш столбик, который мы провязывали в раскол. Здесь мы также провязываем в раскол. И сейчас вяжем за вот эту цепочку 20 столбиков без накида, проходя вот так вот под цепочку. Вяжите аккуратно, не торопитесь. Можно вот так вот поправлять столбики, чтобы они плотно ложились. Девятнадцать и 20. Все поправляем обязательно.
И переходим на обвязку. Здесь также сюда первый столбик после ручки мы провязываем в раскол, да, вот сюда. Остальные просто под верхнюю горизонтальную. И вяжем так до конца ряда. Со второй ручкой проделываем точно так же. Шестой ряд мы также вяжем здесь под верхнюю горизонтальную петлю столбики без накида. Последнюю петлю, которая у нас перед ручкой, мы, как обычно, провязываем в раскол. И теперь на ручке все 20 столбиков мы вяжем в раскол. Да, вот первый столбик, внутрь проходим в раскол, провязываем столбик без накида. Второй, третий, четвертый. И так далее. Вяжем полностью все 20 столбиков. Как обычно в конце, да, после ручки, вот эту вот часть мы провязываем первый столбик в раскол, остальные вяжем под верхнюю горизонтальную. И седьмой ряд будем повторять точно так же. Все вяжем под верхнюю горизонтальную. Вот эти крайние столбики провязываем в раскол. И по линии ручки 20 столбиков также вяжем в раскол. Пожалуйста, вяжите самостоятельно. Вот такая ручка получилась у нас. Так, и в конце седьмого ряда мы не делаем соединения. Сделаем имитацию верхней горизонтальной петли. Провязываю последний столбик. Вытягиваю петлю подлиннее. Обрезаю нить, оставляю кончик длиннее. Полностью высвобождаю кончик из петли. Захожу под первую верхнюю горизонтальную. Перевожу крючком нить на изнанку. Подтягиваю. И возвращаю нить туда, откуда она выходит. С изнаночной стороны. Захожу. Так, вот у нас последняя верхняя горизонтальная. И вот здесь есть ножка столбика. Цепляю ножку столбика и прохожу внутрь последней верхней горизонтальной. Вот так. Захватываю рабочую нить и увожу наизнанку. Подтягиваю, чтобы здесь все косички были ровные. И сразу можно спрятать кончик. И остается последний этап, сделать обвязку верхнего края сумки. Будем обвязывать соединительными столбиками. Я начинаю в том же месте, где у меня было соединение рядов, где я прятала нить, для того, чтобы не разбрасывать по сумке еще какие-то лишние вот эти вот кончики, да, поэтому я буду делать все здесь. Здесь довольно аккуратно все прячется, и не вижу смысла переходить на другую сторону. Поэтому здесь вот я прятала нить и чуть-чуть подальше отступаю пару верхних горизонтальных и ввожу с лицевой стороны крючок. Будет здесь начало обвязки. Беру ниточку, которую вязала, и захватываю рабочую нить. Вывожу петлю на лицевую сторону, сразу же прохожу в следующую петлю, захватываю рабочую нить и провожу через петлю на крючке. Вот провязала первый соединительный столбик. И вот так вот в каждую верхнюю горизонтальную проходим и провязываем соединительные столбики. Так мы укрепляем верхний край.
И сумка выглядит более законченной. Вот этот кончик от начала мы потом спрячем. Закрепляйте столбики равномерно, либо плотно, либо свободно, чтобы это было максимально однородно, нигде ничего не было перетянуто. Все, провяжите, пожалуйста, так до конца. Встретимся в конце ряда на предпоследнем столбике. И на ручке мы также проходим под верхнюю горизонтальную петлю. Здесь уже в раскол столбика мы не опускаемся. Везде по всему краю под верхнюю горизонтальную петлю. И подхожу уже к концу. Вот провязываю предпоследний столбик, последний. И вот сюда хочется провязать еще один соединительный столбик, но мы этого делать не будем. Вот эту цепочку мы сымитируем сейчас. И для начала спрячем, хорошо зафиксируем кончик от начала обвязки. Для этого я захожу на изнаночную сторону. И здесь нахожу ближайший столбик, захожу в его дальнюю ножку, да, вот перемычка, одна ножка и вторая. Вот сюда прохожу, захватываю кончик и прячу. Можно либо вниз уводить, либо вот так вот по кромке края. Я уведу вниз. Так, и возвращаемся к завершению обвязки. Я уже обрезала кончик, оставив его подлиннее. Здесь, как обычно, оплавляю край, чтобы он не пушился. Высвобождаю кончик из петли. Прохожу сверху вниз первую петлю, вот так. Захватываю кончик, вывожу его наверх. И возвращаю вот в эту точку, откуда выходит кончик. При этом я нахожу вот эту точку, поднимаюсь наверх, нахожу верхнюю горизонтальную, прохожу с изнаночной стороны под уведушки в нее и прохожу в вот эту петлю, откуда выходит кончик. Вот так. Захватываю кончик и вывожу его назад на изнаночную сторону. Слегка потяну. Все. Теперь получается непрерывная косичка по всему краю. И теперь остается только спрятать кончики на изнаночной стороне. На этом все. Я очень надеюсь, что у вас все получилось и вы довольны результатом. После того, как я обвязала, я еще прокладила сумку и с изнанки, и снаружи. Хорошо прошлась утюгом в местах, где я прятала нить, и это стало практически незаметным. Вяжите с удовольствием, носите с удовольствием. Спасибо за внимание, за просмотр и пока-пока!